Знаки зодиака, которые не считаются с чужим мнением. Овен. Представители знака огня никогда не прислушаются к чужому негативному мнению о себе, поскольку они достаточно самолюбивы. Они прямолинейны, и всегда сами скажут то, о чем думают, не боясь никого обидеть. А спорить с ними бесполезно, поскольку только Овен будет в этом споре победителем, как минимум по своему собственному мнению. Игнорировать чужие слова – это норма поведения овнов. Телец. Дети Земли никогда не откажутся от собственного мнения. Убедить их в обратном будет очень сложно. Мало того, сам процесс может спровоцировать Тельца на ссору, хотя представители этого знака предпочитают не конфликтовать. После выяснения отношений представитель земной стихии не будет задумываться о том, обидел ли он кого-нибудь, поскольку ему это не интересно. Скорпион. Представители водного знака знают точно, что лучший способ устранить шум – это на него не реагировать. Поэтому они не обращают внимания на то, что о них говорят. Переубедить Скорпиона будет крайне проблематично, поскольку он имеет свою точку зрения и редко ее меняет. Исключение составляет только очень близкий, авторитетный человек, который должен привести весомые аргументы. Козерог. Представители земного знака привыкли все делать по-своему. Они очень агрессивно реагируют на любую критику, даже если подозревают о том, что она является конструктивной. Если люди дают им советы, которые не вписываются в бизнес-план их жизни, козероги их просто игнорируют. Они не могут допустить, чтобы кто-то своим советом или недобрым словом мог нарушить их стремление к тому образу жизни, к которому они стремятся. Водолей. Дети воздуха очень верят в себя и свои силы и редко прислушиваются к тому, что о них говорят, и как воспринимают. Если они совершат ошибку, могут спокойно принять это как факт, хотя не всегда это озвучат. Они считают, что ошибиться может каждый, поэтому им все равно, что о них скажут в данном случае знакомые или незнакомые люди. Даже если все станут осуждать, вряд ли это отразится на настрое Водолея. Спасибо за просмотр.